Я зашел в Качташ, у нас вешалку такую, у нас одна была, сейчас нам понадобилась вторая, дети стали в школу уходить, и мы им отдали свою, сейчас смотрю новую купить. Вот они все почему-то бесценные, вешалка висит, а цены нет. Вот такую бы простецкую купил бы, вот он нет, цифры никакой нет на ней. Вот они какие-то худенькие, металлические, черненькие, и металл с этим, с белыми. А слетают, кстати, шарики эти. Вот эти черные крепко держатся, черные лучше покупать. Еще вот такие, вот какие-то с белыми этими. Эти 36 лир стоят, с такими скоплевидными штучками. Вот вот коротыш, коротенькая, 39 лир стоит. Здесь шарики большие, круглые, всего 4 крючка. Причем вот эти дешманские есть по 9 лир, но они там вообще, там проволока. Мне кажется, ее можно этим дунуть и согнуть нечаянно. Короче, надо еще посмотреть. У нас была пластиковая, которую мы отдали детям. Надо будет, короче, еще подумать, где и что купить. Мне казалось, что здесь очень много, большой выбор. Выбор большой, но цены нету почти никакой. Я в Качташе нахожусь, также вот выдал эти мешки для запекания. Размер опять тот же самый. Вот 25 на 38. У них стандартные все пакеты 25 на 38. Цена 9 с чем-то, 9,75, что, в принципе, самый дорогой. Самый дешевый, это в шоке. 5 с чем-то, по-моему. Бутылки наподобие, как у Миши была, только с этой, с ручкой. Тоже открывается. Миша, что он там, уплотнитель, что-то он там сделал, что у него она перестала держать воду. 39 лир стоит, ну 40 фактически, без одного куруша. Хожу как на работу в отдел, где продается сливочное масло. Масло всякого продается, здесь много разного. Но то, которое нам нравится, здесь опять в Мигросе нет. Это Мигрос Качташ. Из того, что видел, я еще видел вот эту корову, тут лаваш. У нас она продается, насколько я знаю. Вот это сижми йогурт, это фактически сметана, ну, по вкусу кисловатенькая такая. Если мы нет, эфиром покупали, но вкус тоже. Вот опять сижми йогурт тоже. Мигросовский, должен стоить 22,50, недорого. Вот сыр вкусный, эски кошар, старый кошар. Это а-ля, как он, итальянский-то пармезан. А это, где-то тут еще был. Кошар. Ну, здесь кошары разные тоже есть, но это другие кошары. Самый вкусный это вот этот вот, который эский кошар. Ну, на мой вкус. Оля такие не любит. Вот под этим, под печенью спрашивали, что мы там, зачем сыпят за специи. Вот он, это аджи и сот бедер. Это красный перец, но фактически он, ну, темно-темный, почти черного цвета. Такая вот большая коробочка. 19,90 она стоит. Но, кстати, единственное, что вот я в единственном фасовке увидал ее. Больше тут нигде она не встречается. Хотя вот ассортимент в Мигросе достаточно большой. Вот. Вот таким вот, такой специей сыпят. Ну, на вид это, ну, похоже больше на чай, вот, честно говоря, в коробочке. Может быть, на марганцовку. На вкус вкусно. Вкусно получается. А это вот все хумус, я смотрю. Это вот какая-то... Такое ощущение, что просто добавь воды. Может, поварить чуть надо, не знаю. Схемочка есть. Налейте воды, помешайте. Что-то еще добавьте лимон. И что-то еще сделайте. Короче, и будет вам счастье. Будет у вас хумус. Недорого. 3,25. Вот такая история.
А нет, наврал. Вот он есть, и сот Бибер и здесь тоже в такой маленькой фасовке, 9,95, маленькие упаковки. Тут единственное, что кимьон, вот мне Оля заказала кимьон купить. Кимьон не оказался лишь в одной фасовке, но сейчас на него акция 7,12. В общем, много-много, а выбора нет. Оля попросила меня купить крема шоколада содержащая. Вот смотрю, какая-то вот 9,90 синдык крема перепелого. Вот и то 9,90 стоит, 400 грамм. Нутелла 630 грамм, 29,90. Торку 35,90. А здесь 920 грамм. Вот это мы много раз покупали. 10,90 полкилограммового. Наверное, я его и возьму. Оно хоть то 9,90, но там 400 грамм, а здесь 10,90. Да, вот здесь, кстати, цена вот есть за килограмм в Бимке. 24,75 за килограмм вот этого получается. А вот этого получается 21,8 за килограмм. Вот это еще вкусная штука. Это шоколад с этим, с фундуком. Классный вообще. 25 рублей за килограмм. 25 ТЛ за килограмм. Вот это берем. Кстати, оно проверенное, вкусное. Халва, пахлава. Ну, тут все как всегда. Много чего вкусного. Сейчас масло 5-литровое, самое дешевое, 109 лир. И в Биме не исключение. То же самое. 124, 119, 119. Вот 109 лир. Самая дешевая 5-литровка. Поэтому мигросовская 4-литровка за 75 все равно выгодно, там 90 с чем-то получается. Что-то еще хотел яблоки купить, яблок тут нету, там буквально 3 яблока. Это несерьезно. Сахар, что-то мне Оля ничего не заказывала по поводу сахара. Взять двушку, что ли. А то я обратил внимание, что он не очень много. Соль. Соль тоже. Надо возьму. А мука вот 37,90. 5-килограммовая. Кстати, самая дешевая вот 10-килограммовая. А, соль забыл взять. Секунду. Вот это самая дешевая мука. Сейчас 10-килограммовая. 75,90. Ну, 7,59 за килограмм получается. Я пришел на набережную. Кстати, сегодня такой классный морской воздух. Свежий, как это. Не знаю, с чем сравнить. Как это. Есть морская свежесть, знаете, стиральный порошок, морская, альпийская свежесть, стиральная, морская свежесть. Сегодня я вышел на набережную здесь. Осталось чуть-чуть совсем до конца тренировки детей. Я тут по магазинам походил. Сейчас приехал. Такая волна сегодня душевная. Прямо это самое. Прям. Гляньте, как заводит она. Сегодня не катались на великах еще. Кстати, наверное, дуло сильно. На великах не катались и море вам не показывали. Сейчас, не знаю, соберемся, нет мы, как получится. Вот такое сегодня море. Я в Ардемле жду, когда детей закончится тренировка по тэквондо. Пойду туда ближе, чтобы они вышли, меня не искали. Гуляющих очень много. Мы сегодня очень поздно пришли на море. Уже стемнело. Я не знаю, вообще что-нибудь видно вам, нет. Это море такое шумное, волны прям шуруют. Не слабо. Прям классно. Ну, наверное, темновато, да? Прямо издалека такая волна прям начинается. Шумит, бежит прям.
Класс, это понимаю. Вау. Днем была чуть поменьше волна в Эрдемле, когда я был. Ладно, пойду я на свет. Дети пришли покататься на великах. В этом смысле здесь без изменений. Народу мало, машины иногда катаются. Короче, все как всегда. Ну, с другой стороны, хорошо. Езжай, благодать. Никто не мешается под колесами велосипеда. Вот так. Ладно, я пойду на лавочку присяду. Подожду, пока накатаются. Где они? Наверное, в той стороне. Открыл карты я прям здесь, в Селевке, рядом. И нашел, написано, что это церковь. Вот, сейчас я чуть-чуть, наверное, закрою микрофон, чтобы не шуметь ветром. Здесь вот должна быть табличка, информация. Но плохо видно. В общем, здесь вот это называется цистерн. То есть это хранилась вода здесь. На этот-то можно подняться. А, вход, что, кстати, бесплатный. Хоть здесь человек при входе находится. Ну, типа сотрудник, да. Но вот это место совершенно бесплатно. Столбы так уже повидали. Видите, такие неосновательные вот этой нижней части столбов. Видимо, вода их со временем размыла. Вот здесь тоже плашечки висят так не очень крепко. Но вот это называется цистерна для хранения воды питьевой. Смотрится интересно. По информации на входе на английском языке, что все это было здесь построено. Сейчас я отойду чуть со стороны покажу. Азиз Текла написано, что это место. Вот эта цистерна. Написано, что это все было построено в 4-5 годах. Здесь вот написано, что это цистерн. Вот здесь вот есть английский немножко текст, плохо видно. 1,7 метра глубина, 12,6 на 14,1 метра, так сказать, размер этого водоема. Ну, это по сути это бассейн. Бассейн, и здесь в описании написано, что здесь была этот бассейн при банях. Короче, это баня была здесь такая немаленькая. Все это сопровождается вот таким вот видом на город, на окрестности. Это в Селевке здесь рядом находится. Это прям в Селевке я ехал буквально 8 минут, по-моему, по городу и попал сюда. Здесь вот видите много камней еще. Стройматериала разбросано. Вот интересные какие-то корпуса подряд стоят. Немножко ветрено. А вот этот фрагмент стоит вот большой. Это фрагмент базилики, то есть храма. Там написано на входе, что император Зенон его строил, эту базилику. Честно говоря, вот на моей памяти этот император не так известен, как другие императоры. Вот. Но здесь он, кстати, много где фигурирует, во многих местах. Кстати, в ту сторону, видите, какие горы тоже красивые. И в данном случае вот этот кусок стены, больше ничего не осталось от этой базилики, от этого храма, который в 470 году, грубо говоря, был. Я даже не знаю, он там в описании так написано, непонятно, то ли он был окончательно достроен, то ли в то время уже его и развалили. В общем, вот такие остались, так сказать, части этого храма. Не знаю, смотрится все равно, даже вот по прошествии стольких лет, достаточно основательно. Стены, вот я отсюда показываю вам, 1,5 метра почти толщина стен этой базилики. Судя по всему, вот отсюда были какие-то либо окно, вот видите, там сверху какое-то начинается, как это сказать, красивая арка сверху. Скорее всего, вот там было окно вот здесь, в этом месте, в этом проеме. Вот все, что от него осталось, от этой базилики. Я сейчас, на всякий случай, я
так сказал я, Азиз Текла. А, вот с этой стороны, кстати, тут тоже он смотрится достаточно интересно, этот объект. А, здесь еще только подготовленный охранник сразу спрашивает: Рус? И мне в двух словах написано «Большая базилика». И здесь написано Cave Church, то есть это пещерная церковь. Вон сотрудник ходит, там занимается уборкой. Не знаю, почему она пещерная. Это я вот зашел в соседний вход, так сказать. Здесь вот так это выглядит. Вполне возможно, что это было захоронение. Хотя трудно сказать определенно. Я не тот специалист, который это может вам что-то. Ну вот видите, здесь тоже опять фрагменты разных исторических. Вот это капители, это верхней части колонн. Здесь не видно, где они стояли, но где-то тут было раньше. Тоже, видите, вон там пазухи такие большие, где можно было раньше находиться. Не знаю, что там они делали. Вот лежат здесь вот еще фрагменты разных колонн. Вот это крест, вот прям видно, вот этот вот серый. Это, возможно, тоже какие-то составные части крестов. Вот явно крест, смотрите, на куске мрамора или что это. Вот это фрагмент, похоже, что это какая-то фигура, которая, возможно, держала что-то. Вот тоже якорь или что это вот стоит. Здесь очень много мест таких вот далеко стоящих от моря, но которые являются типа как морскими, потому что их, ну, как-то так называют. Здесь просто фрагменты, ничего такого интересного. Вот. Морскими называют их. Видимо, раньше море было все-таки ближе к этим местам. Вот так это выглядит. Как тут, я не знаю, у меня черные потолки. Здесь возможно, что до или после, или во время что-то жгли. Тоже, видите, вот камни как-то отточены годами. Не знаю, снялся у меня вот этот зал или нет. Здесь стоит икона. Вот они колонны, вот они капители вверху, видите, держат потолок, так сказать. И в некоторых местах его не видно. Вот это вот какой-то тоже, как сказать, возвышение вверх. Не знаю, что там должно было быть. Здесь вот тоже остатки вот стоят колонн слева. Вот тоже колонна такая. Хотя вот это достаточно неосновательно смотрит. Вот эта арка смотрится. И здесь вот стоит икона. Возможно, что вот эта святая церковь, которая Азизе Текла написана. Возможно, что ей посвящена. У меня телефон что-то остановился, не снимал какое-то некоторое время, поэтому еще раз сниму. Вот здесь такой зал. Ну, маленькая комната, я не знаю, как назвать ее. Не очень большая, не очень высокая. Там вот тоже, видите, вот стена вот заложена вроде бы, да, из камня, а вон там капители видны. То есть, возможно, что вон там еще одна вот видна капитель. Возможно, что здесь вот этой стены не было, а была раньше одним большим залом. Здесь вот иконы стоят. И здесь вот такая пещера. Не знаю, у меня телефон что-то подвис чуть-чуть. Я еще раз сюда подымусь, еще раз покажу, что здесь. Вот такое вот помещение здесь. И здесь вот с просвета туда вниз, где сейчас я был. Вот такая вот, как это называется, пещера-храм или пещерная церковь. Вот здесь камнями заложено. Ну, вот это явно, что какие-то работы проводились, восстанавливали, чтобы сюда. Возможно, что здесь раньше было просто окно, которое вот со временем превратилось в такое вот заделанное окно. Ну, спасибо, Боженька, что проводишь в такие интересные места. Это вроде бы все рядом, все недалеко.
Вот еще подобное тоже место, как вот то окно, назовем, и здесь вот что-то подобное. Вот как-то так. У меня, скажем так, много времени. Жду, пока Оля освободится, поэтому я и решил прогуляться по городу, что-нибудь посмотреть. Вышел на улицу, честно говоря, прям рад. Вот такая вот базилика, большая базилика, как она названа в описании. Вот столько, как говорится, все рядом, все недалеко, все в шаговой, ну, на общественном транспорте теоретически можно доехать и дойти. И сколько это все старое, насколько все это. Сейчас 21 век, а построено было в 4-5. Поэтому вот считайте, 16-17 веков прошло. Вон еще люди.